Добрый день, ребята. Здравствуйте. Мы вас с Дмитрием Викторовичем поздравляем с наступающим праздником, с Днем студента, Татьянин день, 25-го, да? 25 января. 25-го, совсем скоро. Вам повезло, вы в таком замечательном учебном заведении получаете образование. Здесь и полезно учиться, и, я надеюсь, очень интересно. Вот Дмитрий Викторович рассказывал, как организована работа. Здесь можно до пенсии работать. Многие так и делают. И после пенсии, не выходить никуда, ни на какую пенсию, потому что здесь и образование замечательное, и потом возможность научной деятельности, инженерной деятельности, производственной, даже, я так понимаю, что можно и собственным бизнесом потом заниматься, создавать собственный бизнес. Многие так и делают, и многие очень успешны в этом. Да, вот сейчас то, что рассказали, ну, конечно, МФТИ известный, хороший, красивый вуз, отпочковался когда-то от МГУ имени Ломоносова. Да, от МГУ, но произошло это не случайно, потому что тогда, это 1951 год, по-моему, да? Ну, даже ближе к 49-му. 75 лет скоро да, будет в этом да, году. 75 лет в этом году, да. МФТИ как отдельному институту. Я и вас поздравляю с этим юбилеем, и всех преподавателей, студентов, аспирантов, выпускников, всех поздравляю с этим юбилеем. Спасибо. И вот тогда вуз создавался, был создан естественным образом, хотя он как бы вышел из недр МГУ, но это было естественное решение, потому что на тот период времени крайне важна была работа в сфере подготовки инженерных кадров. И не просто инженерных кадров, а людей с высоким интеллектуальным потенциалом. Петр Капица, один из основателей, да, ну, у вас целая плеяда здесь была ученых замечательных, которые создавал институт. И Капица, конечно, внес самый большой вклад в становление института. И это вот до сих пор продолжается с нашими современниками, руководителями, учеными МФТИ. Это дорогого стоит. Так что я вас с юбилеем в этом году, когда, не помнишь, в каком там месяце это? В третьей неделе ноября. Ну, все равно в этом году будет. В этом году. Сердечно с этим поздравляю. Огромное спасибо, Владимир Владимирович. А вот спецификой той образовательной модели, которая была создана Капицей, является раннее включение студентов в научную либо проектную. Петр Леонидович. То есть у нас каждый студент, все без исключения, начиная с 3-го курса, принимает участие не в учебных, а в самых настоящих научных, технологических, инженерных, IT-проектах. И в этом уникальная особенность образовательной модели МФТИ, которой мы очень гордимся, которую мы сохранили до сих пор и которая дает прекрасные образовательные результаты. Именно поэтому в числе выпускников и много прекрасных ученых, вплоть до нобелевских лауреатов, и много создателей, руководителей крупных технологических проектов, программ, очень много государственных деятелей выдающихся и много предпринимателей талантливых. Я сейчас с интересом и с удовольствием услышал, что руководители отдельных институтов, они одновременно являются руководителями компаний. Да, для нас это важно. Да, это здорово. И вот сейчас только что руководитель сказал о том, что есть идея создания такой технологической долины. Ну, это вообще очень здорово. Действительно, это звучит как шутка. На самом деле можно сюда прийти и до пенсии работать. И каждый день будет интересно. И очень важно для страны. Извини, пожалуйста. Если можно, дадим слово нескольким ребятам, студентам или студенткам, чтобы они рассказали про те научные проекты очень коротко, которыми они занимаются. С удовольствием. Мы с Дмитрием Ильичем привыкли говорить. Наша работа такая. С удовольствием вас послушаем. Вот Уткина Виктория занимается генетикой. Вот она занимается очень интересной, важной темой для обеспечения продовольственной безопасности. Пожалуйста, Вика. Голодными не останемся. Меня зовут Уткина Виктория, я студентка 2-го курса магистратуры по специальности биотехнология. И у нас в МФТИ очень интересный проект по разработке методов геномного редактирования следующего поколения для ускоренной селекции растений. Эта тема очень активно развивается в последнее время, и лично мне она интересна тем, что в ней сочетаются
очень интересные научные дисциплины, биотехнология, биоинформатика и даже искусственный интеллект. И самое главное, что в МФТИ представлены все эти компетенции, и мы здесь всему этому учимся. И кроме того, мотивирует большая практическая ценность, так как в отличие от традиционной селекции, где на создание сорта уходит 10-15 лет примерно, у нас, благодаря нашей разрабатываемой технологии, на создание растений с заданными признаками будет уходить намного быстрее времени, это всего лишь за 1-2 года примерно. Вот, например, растения с повышенной устойчивостью к патогенам, к стрессам, с повышенным качеством продукции. Вот, и мы можем назвать это переходом от селекции к генетическому дизайну растений. Вот. И мы за прошедший год успешно разработали свои инструменты и получили уже модельные растения с измененными генами, с точными изменениями и новыми признаками. Но это не ГМО. Эти растения не считаются генетически модифицированными. Насколько я понимаю, если я ошибусь, то меня специалист поправит. Разница в том, что здесь не происходит вынесение какого-то чуждого гена с чужими генетическими данными. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Да. И мы вот сейчас, в этом году, переходим к сотрудничеству как раз с индустриальными партнерами. И мы вот с индустриальным партнером начали проект, например, по получению рапса с более высоким выходом и качеством масла, и также с более высокой скоростью получения гибридов. Кроме того, мы начинаем вот проект сейчас по получению картофеля с более высокой лёжкостью, с менее вредными свойствами, например, при жарке, при изготовлении картофеля фри и чипсов, и, кроме того, с более высоким сроком хранения. Вот. И, как уже правильно подметили, это не ГМО, это, получается, растения, которые не содержат вставки чужеродного гена, то есть они не содержат трансгенов. Вот. И поэтому те изменения, которые мы туда вносим, они могут вполне себе естественно происходить и в природе. Просто мы управляем, так сказать, этим процессом. Делаем эти изменения целенаправленными, гораздо более быстрыми. Да. Чтобы новый сорт получить в течение сжатого времени. Это очень важно для нашего растениеводства. Да, конечно, согласен. Там, насколько я понимаю, сейчас в этой сфере вообще происходит революция. Абсолютно. Именно за счет вот таких технологий. Важнейшее направление. Желаю вам успехов. Мы действительно стали лидерами по очень многим направлениям в области сельского хозяйства, но без, сейчас не буду говорить о нашем лидерстве на внешних рынках по зерну, но нам есть чем заняться, это точно совершенно. Многие вещи, это, безусловно, нам важны. Надо быть абсолютно самостоятельными. И пока здесь еще точно есть над чем работать, потому что вот эти селекции, значит, высокопродуктивные семена, это вот, я так понимаю, как раз вы этим всем и занимаетесь. Да, мы считаем, что это очень важно и надеемся, нет, мы даже уверены, что мы получим хорошие результаты. У нас и школа хорошая очень. Да, очень. Да. Спасибо, Можно гордиться. Вам успехов. Спасибо большое. Приглашаю дать слово Вячеславу Токареву. Он занимается в составе, конечно, большой команды и очень важным проектом. Это создание комплекса ледовой разведки, который уже работает на судах Атомфлота. Что касается вообще генетики в целом, то некоторые считают, что это более, да, если с точки зрения безопасности посмотреть, более даже серьезная вещь, чем изобретение в свое время атомной бомбы. Вот это и может иметь колоссальные последствия для человечества. И нам, конечно, здесь не просто нельзя отставать, нам нужно быть впереди. Абсолютно. Будем стараться. Вячеслав, вам слово. Да, добрый день. Еще раз, меня зовут Токарев Вячеслав, и я приехал из города Нижний Тагил. Я закончил бакалавриат в МФТИ и сейчас обучаюсь на первом курсе магистратуры. Коллеги рассказали о фундаментальных исследованиях, которые можно проводить в области биологии. Я хочу рассказать о реальных прикладных задачах, которые решаются. Для судоходства на Северном морском пути очень важной является задача построения карт ледовой обстановки для информирования экипажей. Ранее эта задача решалась при помощи спутниковых группировок, в том числе иностранных. В последнее же время объем доступных данных снизился. Мы разработали... С ограничениями политического. В связи, да. Не продают снимки. Нет, кое-что продают, но мало.
Это связано с повышением, в том числе, стоимости снимков и ограниченной их доступности. Мы разработали решение этой проблемы, комплекс следовой разведки, суть которого состоит в применении беспилотного летательного аппарата, оснащенного радиолокатором с элементами искусственного интеллекта, который позволяет проводить оперативную разведку по запросу экипажа непосредственно с борта ледокола, и эта информация может быть использована для наиболее оптимальной и безопасной прокладки маршрута в сложных погодных условиях Арктики. Таким образом, получилось серийное решение, которое было опробировано в рамках 4 арктических экспедиций и уже внедрено на 3 ледокола Атомфлота. То есть это использование беспилотной авиации. Да. Уникальная вещь здесь это посадка на палубу на судно в движении. Да, большие они у вас? Масса беспилотника порядка 200 килограммов. Ну, прилично. Ну, Сколько они средний. полезной нагрузки могут поднимать? До 30 килограммов. А дальность полета? Дальность полета до 100 километров. Прилично. Очень хорошо. есть У это нас, очень серьезная ну, вещь. конечно, мы будем и группировку космическую развивать, это естественно, но она развивается. Но то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь, безусловно, ваше. Как все мы сейчас знаем, не только арктические страны, но и многие другие страны мира проявляют повышенное внимание тому, что в Арктике происходит. Заулыбались, засмеялись, да. Но на самом деле здесь и с одной стороны весело и интересно, а с другой стороны это очень важно. И Россия всегда, ну не всегда, но на протяжении очень многих десятилетий, безусловно, была лидером в исследовании Арктики. Мы строим такие ледоколы, допустим, которых в мире нет. У нас, знаете, наверняка это прекрасно, 34 дизельных ледокола, 8 действующих атомных ледокола, 2 Чукотка и Ленинград строятся активно, Сталинград заложен, закладывается, и еще 2 у нас в проекте, и строится на Дальнем Востоке на верфи «Звезда» еще 150 мегаватт атомный ледокол «Лидер». Такого в мире вообще никогда не было. Стройка идет нормально, в график. К 30-му году, уверен, мы этот ледокол получим. Ну, коли это вообще лед без ограничений, несколько метров. Вот. И это такая мощь, которой и сегодня-то ни у одной страны мира нет. Ну и мы наращиваем, конечно, эту работу. Трудно сказать, там по-разному специалисты относятся к тому, как будет развиваться даже дальше климатическая ситуация на планете и в Арктике. То ли у нас ждет потепление глобальное, то ли, кстати, некоторые считают, что сейчас пик потепления прошел, сейчас начнется похолодание. Это те вот специалисты, которые керны понимают, ледовые, и смотрят, как из столетия в столетие развивалась ситуация, и как синусоида там выкладывается. Ну, вот. Но не важно, а важно то, что мы все равно будем это осваивать. У нас 70% территории Российской Федерации – это северные широты. Чрезвычайно важная вещь. Освоение Северного морского пути очень важно и для нас, и для международной торговли, для логистики очень важно. Поэтому любые исследования в этом направлении чрезвычайно востребованы. Но они востребованы не только здесь, как мы с вами хорошо понимаем, и в других областях. Так что дай вам Бог успехов, всячески надеемся, рассчитываем на эти успехи. В заключение этой части встречи я хочу рассказать еще об одной очень важной стороне работы МФТ, работы со школами и школьниками. Для нас очень важно, чтобы повышалось качество физического, математического образования в школах, и чтобы школьники имели возможность получить доступ к профориентации, чтобы в школу приходили ученые студенты, рассказывали, как важно, как интересно быть инженером, ученым, физиком, биологом, математиком. Вот этим мы активно занимаемся. И уже с младших курсов в эту работу активно вовлекаются студенты физтеха. Вот я сейчас хочу попросить Рельчкину Дарью рассказать о том, вот, как она вносит вклад в эту важную работу. Вы школьница, что ли? Нет, Дарья молодая. Магистрантка, 2-й курс. Вот, да, я заканчиваю магистратуру. 2-й курс? Магистратура. Магистратура, да.
Ну вот, в рамках своей научной деятельности я занимаюсь работой с лазерными системами, то есть я молодой ученый. И при этом... С какими системами? Лазерными. Лазерными. Да. Вот. И при этом я активно работаю со школьниками, я вот занимаюсь преподавательской деятельностью. Сейчас конкретно у меня 2 группы, 9-10 класс. Они как? Приходят к вам или вы к ним? Я к ним приезжаю в школу московскую, да. И вся эта программа работает в рамках заочно-физико-технической школы. Это замечательный проект на базе МФТИ. Он еще в 70-х годах, Да, да. 66-й год, по-моему. Да, 60 лет ему в Так и этом есть. году, юбилей. Для меня все это глубоко личная история. У меня там папа учился, потом поступил в МФТИ, отучился, меня туда привел. Я там отучилась, вот здесь теперь. Здорово, на самом деле, вот Да. без шуток очень здорово. Да, я... И папе вашему низкий поклон, благодарность за это. Не, ну правда, это здорово. У нас много таких династий, потому что родители, которые получили классное образование, они видят, что оно им помогло стать успешными людьми, профессионалами, и они, конечно, приводят своих детей. Да, правильно. Вот. И сейчас я там преподаю, мне очень нравится. Я в восторге от работы с детьми. У меня все дети там очень мотивированные, очень заинтересованные, и я их горизонт знаний расширяю. А какой класс? Сейчас 9-10, но вообще я работала с ребятами с 5 по 11 класс. Вот в прошлом году 11-классника выпустила, они вот поступили в разные топовые вузы. Вообще. Но им наверняка с вами интересно. Приходит такой молодой, симпатичный преподаватель. Почти их возраст. Так и есть. И я им, помимо прочего, могу рассказать про научную деятельность, потому что я ей тоже занимаюсь. И мне в свое время было очень интересно узнать, как это все работает, чтобы немножко прикоснуться к этому, понять, вот что за этой шторкой, за этой сказочной, за этими сказочными словами научная работа скрывается на самом деле. И мне в свое... Как это устроено, разобрать. Да. Вот. Мне в свое время очень помогли мои преподаватели в ЗФТШ, а сейчас я перенимаю этот опыт и даю его детям, рассказываю, как это, и они, как мне кажется, сильно больше становятся в этом заинтересованы. А предмет? Физику и математику. Физику и математику Да. преподаете? Вообще в рамках нашей школы есть и другие предметы, там есть еще информатика, химия, биология, вот. Но мои профильные предметы все-таки физика и математика. Ну, знаете, если вам удается ребят, школьников заинтересовать физикой и математикой, это очень здорово. Вы талантливый человек. Большое, очень Ну, приятно. правда. Мы... Это 6 с ума сошло, 7 на ум пошло. Понимаете, а здесь вот надо, чтобы так все преподнести, чтобы увлечь ребят, чтобы стало интересно. Чтобы почувствовать, что за этим это не просто цифры, это способ мыслить, способ значит, это формирование навыков образного мышления. Вот о чем. Это не просто талантливым образом донести до ребят и заинтересовать их этим. Но у вас, значит, получается здорово. Спасибо большое. Знаете, мы очень много Вам внимания, спасибо. очень много внимания на стихе уделяем тому, чтобы школьники больше внимания уделяли физике, математике, информатике, биологии и химии. Потому что это будущее инженерника. Это то, что Это нам будущая наука и будущая инженерия, будущая высокотехнологичная индустрия. Поэтому у нас есть целый ряд программ с Министерством просвещения Российской Федерации, в том числе со многими регионами. Но, по сути, я думаю, сейчас уже до 100 тысяч школьников разного возраста, начиная с 6 класса и до 11, вовлечены в эти проекты. Они и онлайн, они и очные. И мы, в общем, стараемся каждому школьнику дать тот ресурс, который ему нужен для развития своего таланта и для повышения своей мотивации, своего интереса в изучении именно этих предметов, поскольку это будущее нашей экономики. Вот хочу сказать, что то, чем вы занимаетесь, все вместе, ну вообще в институте, безусловно, не просто важно и нужно для страны, это то, из чего будет складываться будущее России. Так что вам всего самого хорошего и еще раз поздравляю вас с наступающим праздником. Днем Владимир Владимирович, можно попросить вас большая коллективная просьба в честь праздника коллективное фото? Давайте я встану сюда, попросим.
Спасибо.